В несвободной системе любое искусство уже акт сопротивления, потому что искусство – это правда, а правда не живет при диктатуре. Она требует внутренней свободы, требует голоса, требует совести. Павел Кушнир – музыкант, философ, поэт. О нем вы уже знаете, но, к сожалению, подавляющее большинство, и я в том числе, узнали о нем после смерти. Он умер в следственном изоляторе после голодовки, объявленный в знак протеста против войны и репрессий. Диана Логинова – студентка, пианистка, певица, сейчас под угрозой уголовного преследования, рассказывала о ней в прошлом видео для тех, кто вдруг настолько вне контекста. Не думаю, что оба хотели быть героями, ведь в стране, где ложь – норма, сам факт честного существования уже вызов. И все повторяется, ничего не меняется, как 100 лет назад. Страна, которая не отпускает мертвых и не слушает живых. Путин назвал это естественным и необходимым самоочищением общества. 100 лет назад Ленин говорил почти то же самое. 1922 год. 2 философских корабля отправили за границу в рамках борьбы с инакомыслием. Увезли из страны без суда и следствия сотни интеллектуалов. И не дали ни шанса остаться. Они не враги, просто мешают. Троцкий прокомментировал тогда так. Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно. Тогда это называлось выдворением. Коммунистическое общество не нуждается ни в философах, ни в математиках, как писал об этом Ленин. В 30-е годы Сталин довел эту систему до совершенства. Мандельштам за стих о вожде умер в лагере, Бабель расстрелян, Шостакович жил с чемоданом у двери на случай ареста. Это была зачистка совести целого поколения. Подобные чистки не просто уничтожали людей, они разрушали целые направления науки и искусства, вынуждая общество замкнуться в страхе и самоцензуре. Интеллектуальная деградация народа стала следствием этой политики. Сегодня мы видим повторение этих механизмов. Аресты независимых журналистов, преследование историков, обвинения в иноагентстве, цензура в искусстве тех, кто остался. Ничего не скажи и не пикни. Что и делают. И какова цена, которую заплатит это общество за эту политику подавления? Если прошлое чему-то и учит, так это тому, что интеллектуальная изоляция приводит к неизбежному кризису экономическому, культурному, научному. Единственный вопрос в том, сколько жизней будет загублено, прежде чем это станет очевидным не только со стороны, но и внутри. Сегодня это продолжается, только без кораблей. Теперь это иноагенты, экстремисты, пособники. Новая лексика. Общество же без свободы мысли становится беспомощным. Они это понимают. Это и необходимо. Ваша стагнация и деградация. Тогда конфисковали рукописи. Теперь обесценивают и уничтожают, как морально, так и с помощью бюрократических мер. Устраняется и быстрыми темпами ретушируется любое альтернативное мнение. Также подконтрольные СМИ часто используют новые эпитеты и выражения в адрес интеллигенции. Национал-предатели, пособники украинских нацистов, западные прислужники, стипендиаты Сороса или просто Соросята, либеральная мразь, культурные носители чужих ценностей, русофобы, пятая колонна, разжигатели ненависти к своей стране, враги русского мира. А это были не последние люди страны, между прочим, как и 100 лет назад. Это не просто пропагандистские клише, повторюсь, это элементы целенаправленной кампании по расчеловечиванию тех, кто осмеливается выражать свое мнение. И такие же выражения вы найдете и под этим видео. 15-копеечные обязательно отработают. Писатели вычеркивают из библиотек, запрещают в магазинах, художников лишают грантов, музыкантов сцены. Диану, вероятно, исключат из колледжа, по той же логике. Но разве может сильное государство бояться своих музыкантов и студентов? Павел Кушнир, как и многие до него, жил в состоянии внутренней эмиграции, вынужденной, невидимой, когда ты вроде бы рядом, но не принадлежишь. Ты не веришь, не участвуешь,
не радуешься спецоперации, ты просто живешь и переживаешь, и этого достаточно, чтобы быть врагом. И каждый раз кажется, вот теперь дно, но дно всегда пробивается глубже. Почему все повторяется? Почему одни и те же грабли? Потому что внутри русской культуры не ядро свободы, а ядро подчинения. От крепостного права, где человек был вещью, до советского строя, где человек стал винтиком. От страха перед барином к страху перед властью. Страх. Страх выделиться, страх пойти против, страх быть другим. Этот страх передается как культурная ДНК. И даже российская интеллигенция выучилась прятаться. В XIX веке она писала между строк. В XX прятала смысл под метафорами. А в XXI опять прячется. В других странах и в своих телеграм- и ютуб-каналах. Премудрый пескарь, герой басни Салтыкова-Щедрина, жил, не делая никому зла, и умер от страха. Так никому и не нужный. Он боялся хищников, боялся смерти, боялся света. Но самое страшное, он боялся жизни. На той территории всегда выживает не умный, не честный, не талантливый, а тот, кто умеет склонить голову и не задавать вопросов. Искусство в России всегда стояло перед выбором – служить или молчать, быть изгнанником или придворным. Прокофьев вернулся из эмиграции, поверив в новую Россию, понадеясь, что сейчас стрельнет. А его просто использовали. И умер он в один день со Сталиным. Шостакович жил на грани ареста, писал симфонии в стол и выходил на поклон с дрожащими руками, потому что не знал, выживет ли после премьеры. Всю жизнь пытался угодить и одновременно не привлекать внимания. А теперь 21 век. Ничего не изменилось. Кто-то пишет гимны, кто-то реквием по себе. Одни играют на корпоративе у власти, другие уезжают и молчат. Ну и что вы получите в остатке? Шамана, Цыганову, Киркорова, Баскова, Мизулину, Чичерину. Кто остался? Все, до чего не могут дорасти умом, вырывают с корнем, вытравливают лучших. Сброд остается, культурный код деградации. Смешны их потуги. Матвиенко, автор оперы «Князь Владимир», которая была показана в Государственном Кремлевском дворце в феврале 2025 года, где главную роль исполнял певец-шаман, символ милитаризма. Там еще этот из Любе засветился. Не помогло, опера провалилась. Ее пытались продвигать как великую патриотическую классику, но она осталась памятником выслуживанию, памятник холопства. Но не мытьем, так катанием вас достанут. Очевидно, что совсем скоро в музыкальных школах, колледжах и консерваториях Федерации будут изучать оперу «Князь Владимир». И обязательно будет очередь из желающих возрадоваться и поклониться. Культ фальшивой духовности, оправдывающей насилие. Когда погибает музыкант, это всегда больше, чем личная трагедия. Произошло это чуть больше года назад. Я не комментировала, потому что смысла нет. Канал у меня русскоязычный изначально. 60% смотрящих россияне. Устроить танец на костях, чтобы его же соотечественники поливали помоями, как сейчас Диану Логинову, студентку колледжа Римского-Корсакова, которой теперь грозит уголовное дело. Диана – преступница по законам страны, где свобода – это иностранное влияние, а совесть считается слабостью. Как писал Федор Шаляпин, принижение всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Вот, видимо, и ей не стоило это делать. А она посмела. Опричники и налетели. Вы обречены наступать на одни и те же грабли. Замкнутая петля истории. Выходить на те же самые площади. Писать те же самые письма на зону. Писать те же стихи и песни. Потому что культурный код не поменялся за эти столетия. Меняете правителей, но не привычку склонять голову. Теряете тех, кто пытался в одиночку все изменить и вас разбудить. Боитесь правды больше, чем смерти близких. И пока это так, будете хоронить лучших.
ничего не спасет. Снова поверите в нового вождя, снова оправдаете свой страх. Никакая революция не спасет. Это не заговор и не проклятие, это просто культурный код, менталитет, назовем это так. И это так очевидно даже в истории культуры, музыки в частности. Вращение по спирали, и каждый виток лишь глубже в землю. Единицы, конечно, будут пробовать, но на них же вы и накинетесь. Не отстоите, промолчите, когда придут за соседом. Снова выключите новости, чтобы не расстраиваться. Просто привыкли так жить, и когда очередной талант уйдет в могилу, вы снова скажете: «А что я мог сделать?» Вы ничего не можете и уже давно не хотите.